Друзья, всем привет! Сделаю сегодня массаж стоп. И часто, когда приходят на массаж стоп, обычно у меня занимает где-то минут 30. Сначала я прорабатываю, сейчас я покажу. Сначала прорабатываю, когда клиент лежит. Ничего страшного. Все естественно, это всегда хорошо. Может, водички дать принести? Нет, это у меня просто остаточный кофе. Болела? Болела как-то, да, сильно? Ну, просто вот какой-то там першинка осталась. Всё. И сначала прорабатываю переднюю часть стопы, ну и тоже затрагиваю пятку. И потом прошу клиента перевернуться на живот. Почему я так делаю? Потому что мне так удобнее. И когда мне удобно, качество массажа увеличивается в разы. И это правда. Ножки поднимаем. Вот под колени валик иногда пробую положить клиентам. Для чего я это делаю? Ножки чуть-чуть врозь. Для того, чтобы снизить лордоз поясничный. Потому что если лордоз достаточно сильно выражен, то поясница может на массаже уставать и напрягаться. То есть мы снижаем вот это вот лордоз. Ты смотри, если тебе будет некомфортно с этим валиком, говори, окей? Сейчас как? Нормально, удобно. Нормально или было лучше? Нет, так удобно, намного лучше. Лучше. Окей, тогда я начинаю. Тоже сейчас буду использовать эмульсию холодную. Я ее очень люблю использовать для массажа стоп. Наношу только на стопы. Классно она помогает для того, чтобы тяжесть в ногах снизить. Прям буквально здесь один клик. Ее там уже мало. И 2 раза нажала. И нанесу. Если я работаю по эмульсии, то вот этого холода не чувствуется. Если я наношу и оставляю, то ощущение вот этой прохлады, оно более яркое, явное такое. Но действительно классно облегчает ноги, особенно в конце дня, такое ощущение легкости. Здесь я по своей любимой методике, как я делаю в основном все массажи, работаю телом. И в любых онлайн обучениях, которые я предлагаю вам пройти и получить сертификат, я говорю про то, что как я работаю, про тело, про стойку. Работа весом, работа телом позволяет оставлять кисти достаточно мягкими. Я засекаю, там, если я полчаса делаю, то засекаю время, прям у меня есть часы в кабинете, там смотрю примерно, что если полчаса, то где-то минут 7 я буду работать на передней поверхности стопы, вот здесь с пальчиками. И потом уже 7-7 у меня получится, там где-то 14 минут. И также на пятки. Но можно, кстати, и здесь меньше работать, там по 5 минут 10 и 20 минут уделить с другой стороны проработки. Здесь я тоже прорабатываю достаточно сильно по линии вертикальной, которая делит стопу. Я сейчас пальцами прям туда упираюсь и зажимаю, и уже весом немножко делаю так назад наклон, и происходит воздействие. С пальчиками вообще достаточно долго можно работать. Не только вытягивать, но и вот по кругу так прорабатывать каждый суставчик. Ну так между косточками плюсны можно тоже, между здесь вот костями, да,
проработать вот этой частью. Потому что если мы будем ровно прорабатывать, не получится. Здесь очень небольшое пространство. И прям аккуратно сдвигая. Чувствуешь охлаждение? Да. И здесь тоже. Фиксирую палец, потянула, релакс. 2 раза можно. Как бы вытягиваю каждый суставчик. Здесь я более сначала нежно делаю. Смотрю, где я могу зафиксироваться. Место потянула и отпустила. Конечно, в медленных движениях больше осознанности, и клиент тоже может лучше расслабляться, когда движения, пусть они даже сильные, но медленные. Они дают лучшее переключение клиента от его мыслей в тело. Потому что если мы будем делать быстрые движения, здесь только будет наоборот такое, как сказать, нервная система будет напрягаться, но она такая будет вот как от кофе стимулироваться. Поэтому вот эти вот медленные движения дают такую достаточно хорошую чувствительность про то, что внимание переключается в эту область. Ну, конечно, это должно быть достаточно глубоко, но не больно. Вот между пальцами тоже приятная такая зона, ее тоже можно проработать прям. И после того, как я уже поработала с этими зонами, я прошу клиента перевернуться. Потихонечку переворачиваемся на живот. И валик я оставляю для того, чтобы мне удобно было делать стопы. Мне вот валик здесь нужен и достаточно большой, вот как этот. Ножки поднимаем, опускаем. Ну и так как я закончила этой стопой, я начинаю с другой стопы. Такие движения. Если мне нужно масло, я добавляю, или эмульсию, если хочу еще, чтобы было там
как-то холоднее, чтобы лучше расслабилась зона. Наношу даже на икру, могу нанести. И ставлю валик, упираюсь здесь рукой, смотрю, чтобы у меня упор был. Что же бывает ошибка, некоторые вот так руку кладут, да, и некуда упереться тогда. Или здесь как-то держу, тоже вот рука соскакивает. А здесь вот важно мне тыльной стороной руки упираться. Ну, здесь я прям могу уже сильно работать. Обычно там я смотрю по состоянию стопы. Если это такая большая стопа, там, или как-то вот я чувствую, что она такая мышца, там, да, вот они достаточно напряженные, я могу прям вот костяшками работать, не пальчиками, не вот этими частями, да, а прям вот костяшками около, по пятке работать костяшками двумя. Но тоже здесь важно угол. То есть так, конечно, ощущения не будет у клиента сильного. И чем мне нужно больше создать силы, тем больше будет, естественно, угол стремиться к 90 градусов. К 90 градусам. Тоже делаю массаж, уже расслабилась сама. Не больно? Нет. Но вот если костяшкой делать по пятке, можно использовать специальные массажеры в виде там палочек бывает, вот камнями очень хорошо делать, которые немножечко такие выпирающие бывают, и там определенные формы прорабатывать, точки. Но также засекаю время, чтобы одинаковое осталось у меня на уже на эту часть стоп. Вот это движение достаточно приятное, тоже когда я мышцы сдвигаю под углом там 45 примерно градусов, такие движения. Ну, если хочется посильнее, то это то же самое можно сделать костяшкой. Прям почувствовать мышцу, поздвигать. И около пятки тоже здесь. Прям так вот фиксировать только стопу обязательно. Не здесь фиксировать и прикладывать здесь силу, а с параллельной части мы прикладываем силу. Если здесь фиксация, то есть вот такое движение. Потому что пальцем будет не так сильно. Перемещаю фиксацию. Вот это движение мне нравится. Оно очень хорошо, приятно выполняется, когда я тоже телом работаю. Фиксирую, потянула на себя, присела. Релакс. Опять зафиксировала, потянула. Ну и так я меньше устаю. Конечно, руки вообще не напрягаются. Но минимально. И здесь сухожилием тоже можно поработать. Можно прям поработать немножечко по нему, прям по сухожилию. Я пальцами покажу, но это я все костяшками тоже делаю. А можно рядом вот так поработать. И почередовать по сухожилию рядом. И для этого мне нужно хорошее, чтобы здесь скольжение было. Я прям чуть-чуть добавлю эмульсии. И движения коротенькие такие. И пальчики раскрыла, и получается работа рядом с сухожилием. И потом по нему опять. Вот так почередовать можно. С таким выжиманием. Потом опять вернуться на стопу, поработать опять по стопе. Вот я чувствую мышцы, да, так как напряженная, она такая достаточно. Можно ее поздвигать. Не больно?
Нет. Ну, там или на нее повоздействовать тоже. Вот этот массаж стопы и массаж головы и шеи есть в моем онлайн-уроке «Общий массаж тела». Там есть основа антицеллюлитного массажа, и там есть основа лимфодренажного массажа. Так что можете переходить на мой сайт «Курсы массажа Ольги Бугановой» и приобретать онлайн-обучение, получать сертификат. Как это сделать, переходите в описание под видео. Всем пока, ставьте лайки.